Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили 3 медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола 3 стула. Один большой – Михаила Ивановича, другой поменьше – Настасья Петровнин, и третий – маленький, с синенькой подушечкой – Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась, так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли 3 кровати. Одна большая – Михаила Ивановича, другая средняя – Настасья Петровнина, третья маленькая – Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал в моей чашке?» И все выхлебал. Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на моем стуле?» И сдвинул его с места. Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на моем стуле?» И сдвинул его с места. Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле?» И сломал его. Медведи пришли в другую горницу. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» Заревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» Зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом: «Кто ложился в мою постель?» И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут. Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец!